Операция ФСБ в Киеве, спецслужбы в повышенной готовности, силы России в украинской столице. Запад допускает поражение Киева и победу Москвы. Резонансный материал об исходе боевых действий. Танки России в странах Балтии, а также ВС РФ в Таллине, Риге и Вильнюсе, США, заявляют о вторжении. План обороны раскрыт. Послание военных Киева войскам Москвы. Официальное заявление Минобороны. Новый этап войны в 2027 году. Неутешительный прогноз. Потери для Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и России. Поражен важный объект. Кто взял ответственность? А также новая война. Союзники уже обсуждают наступление. Об этом и не только. Досмотрите. Всем привет, друзья! Это «Время Прядков». Коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Нужна ваша поддержка, как и всегда. Прямо сейчас, пожалуйста, нажмите лайк, поделитесь этим видео на своих страницах в соцсетях, а я начинаю. Сравнил Каю Каллас с Гитлером и Наполеоном и заявил, что Россию невозможно победить. Премьер-министр Венгрии Орбан вновь критикует Брюссель. Громкое заявление прозвучало во время митинга, который премьер страны считает антивоенным. Комментируя итоги недавнего саммита ЕС, Орбан резко раскритиковал финансовую и военную поддержку Украины со стороны Европейского Союза. По его словам, предоставление Киеву помощи в форме кредитов создает серьезные риски для самих европейских стран и может привести к втягиванию Европы в масштабный вооруженный конфликт. Говоря о заинтересованных в продолжении конфликта сторонах, Орбан упомянул производителей вооружений и финансовые структуры. По его утверждению, банкиры рассчитывают вернуть средства, выданные Украине, только в случае военного поражения России и последующего взыскания с нее репараций. Сам же Орбан не верит в победу Украины. По его словам, наивные те европейские политики, которые полагают, что Россию, страну с ядерным оружием, можно победить путем обычной военной конфронтации. Венгрия, подчеркнул Орбан, не готова идти на подобный риск и, чтобы не быть голословным, напомнил историю. А затем есть, конечно, большие европейские традиции. Ну ведь на Россию уже нападали. Наполеон, верно. И Гитлер. У них не получилось. Но вот теперь, по всей видимости, это удастся Кае Каллас. Конечно же, в кавычках. И вообще надо сказать, если вы пойдете в петербургские или московские музеи, то увидите там не русские картины из Парижа или Берлина, а трофеи, вывезенные из Европы. В том числе венгерские. Ссориться с русскими, ввязываться с ними в войну, бросать им вызов. Я бы всех от этого предостерег. Немцы против мигрантов. Более половины жителей Германии считают правильным сокращение притока просителей убежища. Согласно опросу YouGov, 53% респондентов полностью поддерживают цель министра внутренних дел Александра Добринта по снижению миграции. Еще 23% скорее поддерживают. Наибольшую поддержку эта линия имеет среди избирателей АДГ, а также выше среднего среди сторонников других партий. После вступления в должность Добринт распорядился усилить пограничный контроль и разрешил разворачивать просителей убежища на границах, за исключением уязвимых групп. На уровне ЕС он выступает за ужесточение правил, включая вынос процедур убежища за пределы Евросоюза и создание центров возвращения. При этом лишь 8% опрошенных считают, что в миграционной политике уже произошел заметный поворот, тогда как 42% не видят изменений. Число первичных заявлений на убежище в Германии в этом году сократилось на 51% по сравнению с прошлым. План обороны раскрыт. Более 3000 километров противотанкового рва и 1000 километров зубов дракона, 16 тысяч километров барьерного рубежа и еще несколько тысяч малозаметной преграды. Минобороны Украины показала России свои планы. Киев заявляет, что строится оборонительная линия по всему фронту. Слова были подкреплены видео, которое сняли на дрон, где именно не уточняется. Во время поездки в Запорожскую область заслушал доклад руководителя Государственной специальной службы транспорта генерал-майора Александра Яковца относительно строительства укреплений в Запорожской, Донецкой, Сумской, Харьковской, Черниговской и Киевской областях. И пока Шмыгаль демонстрирует линию обороны, в Украине продолжают обсуждать то, как военные пошли против Генштаба. Такое сообщение накануне появилось в аналитике мониторингового канала Deep State. Там уточняли, что из-за саботажа офицеров 102-й бригады территориальной обороны Украина может потерять Гуляйполе. В бригаде на этот раз выдали свое заявление. Там опровергают обвинения в неисполнении приказов и уверяют, что все действия личного состава происходят под централизованным управлением и на основании действующих боевых распоряжений. Все действия личного состава происходят под централизованным управлением и на основании действующих боевых распоряжений. Распространение утверждения о группах офицеров, которые якобы склоняют военнослужащих к нарушению воинской дисциплины, является безосновательным и манипулятивным.
Командиры подразделений выполняют свои обязанности на позициях вместе с личным составом. На Западе заговорили о поражении Украины и победе России. Издание Welt пишет, что Украина проиграет войну с Россией, и европейцам пора это признать, даже если это болезненно. Автор материала, шеф-редактор немецкой газеты Жак Шустер, при этом уверен, что время истекает для Украины и истекает также для европейцев. Пора взглянуть фактам в лицо, трезво, безжалостно, с болью. Украина проиграет войну против России. Страна увязла в войне на истощении против российского агрессора, которая медленно, но верно истощает ее силы. Войны на истощение можно выиграть. Победителем выходит тот, кто продержится дольше всех. Автор пишет, что у России в данном случае больше ресурсов для того, чтобы держаться в войне на истощение. При этом есть проблеск надежды для Украины, пишет Шустер. Он уточняет, что Россия, если возьмет под контроль земли от Киева до Львова, то не сможет удерживать под своим контролем всю страну. На западе Украины будет партизанская война, а часть российских мужчин, которых придется привлекать для того, чтобы удержать такую большую территорию, как Украина, откажутся от этого и убегут из России, тем самым страна потеряет умы, говорится в материале немецкого издания. Танки России в странах Балтии, Эстонии, Литве и Латвии, а также ВС РФ в Таллине, Риге и Вильнюсе – это реальный сценарий, считает уже разведка США. В одном из последних докладов говорится, что Путин собирается взять под контроль Москвы не только всю Украину, но и страны, ранее входившие в состав СССР. Рейтер пишет, что доклады американской разведки не совпадают с заявлениями Трампа и Путина. Эти доклады рисуют картину, резко отличающуюся от той, которую описывает президент США Дональд Трамп и его переговорщики по Украине, заявлявшие, что Путин хочет завершить конфликт. Самый последний из таких докладов датируется концом сентября, сообщил один из источников. Разведданные также противоречат заявлениям российского лидера о том, что он не представляет угрозы для Европы. О новом этапе войны в 2027 году внезапно заявили и в Украине. Буданов, глава украинской разведки, которая является приоритетной целью для спецслужб России, уверяет, следующие под прицелом страны Балтии. А вот по Польше будут нанесены удары российским оружием. И все, по его мнению, произойдет раньше, чем прогнозировали разведки Запада. Согласно основному плану, РФ должна была быть готова к началу действий в 2030 году. Сейчас планы скорректированы, пересмотрены в сторону сокращения сроков на 2027. Путин при этом говорил, что Россия готова к войне с Европой, если эту войну спровоцирует сама Европа. Пока же идут переговоры о мире. После переговоров с украинской делегацией США принимает спецпредставителя Путина Дмитриева. Дискуссии проходят конструктивно, начались и продолжатся сегодня, и также продолжатся завтра. Спасибо большое. Спасибо большое. Все. Хорошо? Спасибо. Западные медиа пишут, что хотя официальные лица США и заявляют о достигнутом прогрессе, по вопросу территорий сохраняются серьезные разногласия. В Киеве же заявляют, что США предложили после переговоров в Майами провести переговоры в формате Украина-Америка-Россия. Зеленский настаивает на участии и Европы. При этом он критикует Запад, так как Киев не получает вовремя ракеты для систем ПВО, а Украина не может самостоятельно заниматься производством таких ракет, так как не получила нужных лицензий. Кроме того, Киев заявляет, что Украина не может выйти с территории Донбасса и выполнить условия Путина. Однако Зеленский заявил о возможном предложении Путину. Если Украина выводит войска, то выводит войска и Россия. Если вы хотите отвода войск где угодно, то всегда делаются одинаковые зеркальные шаги. Если мы отходим на 5 километров, то и они на 5 километров. Мы на 10, и они на 10. И тогда есть такая зона. Друзья, время вопросов. Давно я к вам не обращался. Складывается ли у вас впечатление, что сейчас вся ситуация с переговорами – это бесконечный день сурка? Какие, в принципе, у вас ощущения? Надоело ли за этим следить или нет? Какие настроения? Особенно в преддверии Нового года. Поделитесь, пожалуйста, своими мыслями, эмоциями. И сегодня отвечу всем, кому не смог ответить. Вновь и вновь благодарю вас за поддержку в виде лайка. Это для меня, как вы помните, очень важно. Не забывайте подписываться, жать на колокольчик и получать уведомления о выходе нового выпуска. А я продолжаю. Европа может нехотя разжечь войну. Об этом пишет аналитик Financial Times. В материале говорится, что Кремль прямо заявляет о намерении расширять влияние и сдвигать границы НАТО. Новая стратегия США также подчеркивает риск стратегической изоляции Европы перед возможными вызовами. Financial Times пишет, европейские лидеры пытаются донести до населения всю серьезность угрозы, но чрезмерное нагнетание тревоги опасно, утверждается в статье.
Некоторые европейцы, похоже, чрезмерно корректируют свою прошлую ошибку, убеждая себя и других в неизбежности нападения на Европу. Это может спровоцировать эскалацию. Российские элиты уже зеркально реагируют, изображая Европу агрессором. Зажатые между угрожающей Россией и непредсказуемой администрацией Трампа, европейские государства правильно делают, инвестируя в сдерживание и оборону, пишет автор. Но если они начнут считать войну с Россией неизбежной, есть риск ускорить конфликт, которого надеются избежать. На фоне обостренной риторики с обеих сторон параноидальная Россия может воспринимать отдельные действия. Например, перехват российского судна странами Балтии как предвестник атаки и реагировать соответственно. Иными словами, чем сильнее одна сторона верит в войну, тем сильнее эта вера у другой. Зеленский не отпускает Ермака, он де-факто теневой глава его офиса, и видятся они тоже практически каждый день. Президент Украины не спешит с новым назначением, поскольку пребывает в иллюзии, что старую конструкцию, выстроенную Ермаком специально под Зеленского, можно удержать, ничего в ней не меняя. Об этом пишет со ссылкой на достоверные источники украинское издание «Зеркало недели». По словам автора материала, Зеленский на связи с Ермаком каждый день. Далее цитата. «Между ними слишком много общего, чтобы это можно было назвать разрывом. Общие знания друг о друге, общее пережитое за эти годы, общие огромные деньги и, главное, общий большой страх перед будущим». Конец цитаты. Именно поэтому, пишет «Зеркало недели», выбор Зеленского, скорее всего, будет связан с дальнейшим размыванием реальной роли главы Офиса президента. И по словам источников издания, Зеленский готов управлять офисом напрямую, сведя его к техническим функциям и перераспределив аналитический блок между существующими структурами, включая аппарат СНБО. Ермак никуда не делся. Он просто больше не сидит в офисе и не управляет процессами в режиме 24/7. Но он постоянно на телефоне, а вечерами у президента дома за забором в Конча-Заспи. Вот и все. Разрыв между Зеленским и Ермаком возможен только в одной форме, как гонка за сделкой со следствием и показаниями друг на друга. Либо они вместе, либо так. Операция ФСБ в Киеве. Над украинской столицей поднят российский флаг. Дрон, который нес триколор, был зафиксирован в субботу 20 декабря в воздушном пространстве Киева. На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что флаг РФ прикреплен к БПЛА. Его не пытались сбить, он находился в воздухе на сильном ветру и в какой-то момент просто рухнул на землю. Сначала в Украине заявили «видео фейк». Над столицей дронов не было, однако после признали. Флаг России действительно развивался над Киевом. После дополнительной проверки установлено, что неидентифицированный дрон действительно был поднят в столице. Детали происшествия устанавливаются. Украина заявляет, что сейчас ведется расследование и поиск агентов ФСБ, которые устроили провокацию. На события отреагировала и Россия. В ведомстве Лаврова напомнили, что российский флаг в украинском небе появился в особый для силовиков Москвы день. РФ отмечала в субботу День работника органов госбезопасности. Это профессиональный праздник сотрудников Федеральной службы безопасности, Федеральной службы охраны, СВР и Главного управления спецпрограмм президента РФ. С праздником! С Днем работника органов безопасности России! Видим, что отмечают его на Украине широко. Экстренные спецслужбы подняты по тревоге. В России нештатная ситуация. Причина – ЧП в Волгоградской области. Недалеко от населенного пункта Романовка нанесен удар по магистральному газопроводу «Центральная Азия-Центр», по которому годами транспортировался газ из Туркменистана, Узбекистана и Казахстана. Согласно российской версии, стратегическая труба получила повреждения из-за проседания грунта. Украина же заявляет иное. Причина в работе разведки. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в Главном управлении разведки, пишут, что настоящая причина аварии не геологическая, и публикуют снимки. На фото видно, что к трубе прикреплено устройство, и все, что произошло, это спецоперация Киева. Отмечается, что данный газопровод – ключевой элемент системы, через которую РФ импортировала до 12 миллиардов кубометров газа в год. Несмотря на незначительность инцидента, уже через несколько часов к месту аварии массово стянули автомобили экстренных и специальных служб, вероятно, чтобы зафиксировать очередной уникальный природный феномен – почва, которая почему-то выборочно проседает под стратегической газовой инфраструктурой, акцентировал источник.
Израиль готовится к новой войне с Ираном. Предварительно Нетаньяху может отдать приказ о повторных ударах по иранскому производству баллистических ракет. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на израильские и американские источники. О деталях удара по Ирану Нетаньяху собирается рассказать Трампу 29 декабря во время встречи в Белом доме. По словам источников, израильские власти также обеспокоены тем, что Тегеран восстанавливает объекты по обогащению урана, которые США бомбили в июне. Однако, добавляют они, более неотложной проблемой израильтяне считают попытки Ирана восстановить предприятия по производству баллистических ракет и отремонтировать выведенные из строя системы ПВО, говорится в материале. Ожидается, что частью аргументации будет то, что действия Ирана представляют угрозу не только для Израиля, но и для всего региона, включая интересы США. По словам источников, израильский лидер намерен предложить Трампу варианты участия США или оказания помощи в возможных новых военных операциях. На запрос NBC News касательно возможной израильско-иранской войны ни одна из сторон конфликта не ответила. По словам двух бывших израильских чиновников, Трамп может быть менее настроен на новые военные действия против Ирана, если между американскими и израильскими властями сохранится напряженность из-за подхода Нетаньяху к прекращению огня. Если не принять мер, производство баллистических ракет в Иране может вырасти до 3000 единиц в год, сообщил источник, знакомый с планами Израиля, и бывшие американские чиновники. Всем спасибо за просмотр, друзья. Хорошего дня. Не забудьте поддержать мою работу лайком, подпиской и комментарием. До встречи уже завтра.